Полуавтоматическая сварка в этом аппарате простая, логичная, понятная, с энергетическими автоматическими режимами работы. Все видно на дисплее, пиктограммами, 4 дюйма жидкокристаллический экран. То есть для новичка все очень легко и просто. Но если вы опытный сварщик, все параметры регулируются, все можно не только в ручном, но и в синергетическом режиме подправить, исправить. В общем, куча функций, удобный, легкий, понятный. Аппарат может полностью в автоматическом синергетическом режиме настроить все необходимые параметры. Если вы опытный пользователь, все можно откорректировать, поправить или даже полностью перейти в ручной режим управления и выстроить все как вам надо. Deca Power Extra Mig 200 SIN – современный сварочный инвертор с микроконтроллерным управлением. И в его относительно небольшом корпусе интегрировано сразу несколько видов сварки. В первую очередь полуавтоматическая сварка. Или в защитном газе, или можно использовать самозащитную флюсовую проволоку. Также наша традиционная стандартная ручная дуговая сварка, покрытыми металлическими электродами. А еще здесь присутствует возможность аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом. Предустановленные параметры можно подстроить в соответствии с применяемыми материалами, их размерами. Во всех режимах использования аппарат имеет максимальный ток до 200 ампер, что позволяет сваривать в итоге материалы толщиной до 5-7 мм, в зависимости от типа материала. Я пробовал довести аппарат до перегрева и без остановки плавил им электроды с основным покрытием толщиной 4 мм. Но раньше, чем сработала тепловая защита аппарата, у меня перегрелся держак электрода, его провод, и я не смог дальше их держать в руках даже в толстых сварочных крагах. Пришлось испытание прервать. Но тут можно сказать и о первом недостатке аппарата, о его комплектации. В комплекте с аппаратом идет съемный рукав с евроразъемом длиной 3 метра с 15 горелкой. Также держак для электродов, рассчитанный на ток до 200 ампер, который способен выдавать аппарат. И кабель подключения массы также на 200 ампер. И держак, и кабель массы толщиной 25 квадратов, но это, к сожалению, крашеный алюминий. Да, по сечению 25 квадратов он рассчитан на максимальный ток 200 ампер. Но даже для нечастых сварочных работ стоит сразу алюминий поменять на медные кабели. Ну а сама 15-я горелка подходит для работ по максимуму тока 150 ампер. То есть толстую сталь ей не сварить, ну а алюминий или прочие сплавы цветных металлов лучше и не пробовать. Горелка просто по температуре не выдержит такого накала. То есть выходит, что в характеристике самого аппарата заложены возможности большие, чем аксессуары, которые идут с ним в комплекте. Также в комплект большинства сварочных полуавтоматов всегда кладут шланг для подключения газа. Может быть хоть небольшой, но тем не менее он есть. Здесь шланг придется сразу докупать. Нет в комплекте идти к горелке, но здесь все как раз логично и честно, потому что этим видом сварки пользуются единицы, а удорожать весь комплект для всех остальных, кто не нуждается в этой горелке, по большому-то счету смысла нет. Справедливости ради, надо сказать, что подобная комплектация присутствует у большинства продаваемых аппаратов. Ничего нового здесь нет, это уже фактически сложившаяся практика. Кому надо, докупают себе аксессуары более качественные, более мощные, из медных кабелей, если вы пользуетесь сваркой часто. В рекламе же аппарата делают упор на его синергетический автоматический режим сварки. Синергетический режим – это простая настройка параметров, очень удобная для новичков, когда вы получаете рекомендованные значения различных параметров, подходящих для конкретных видов сварочных работ. Вместе с тем, помимо быстрой настройки, более опытный сварщик может вручную вмешаться в настройку параметров и тем самым получить еще больший контроль над сварочным процессом. На жидкокристаллическом экране отображается скорость подачи проволоки, сварочное напряжение, сварочный ток. Возможно настройка мягкого старта, soft start, здесь он обозначается как RIN. Индуктивности, induction, времени дожика, BBT или burn back time, времени предпродувки газа, PRG, или постпродувки газа, POG. Выбор режима курка горелки 2Т, 4Т или точечной сварки с интервалом от 0,5 до 10 секунд.
Байонетные разъемы 35 размера на передней панели позволяют переключить полярность для сварочного рукава. Это необходимо, когда вы производите работы в защитном газе или свариваете проволокой самозащищенной без газа. В режиме ручной дуговой сварки можно выбрать прямую или обратную полярность на электроде. Как я уже говорил, в режиме TIG поджиг производится касанием. На дисплее при этом вводится значение текущего тока, и они регулируются правой рукояткой. В режиме ручной дуговой сварки можно настраивать и регулировать помимо силы тока. На дисплее показывается в зависимости от сварочного тока диаметр электрода при сварке, а при горящей дуге будут воспроизводиться текущие значения силы тока. Так вот, можно настроить и все остальные важные параметры. Ну, в первую очередь, включить или выключить режим напряжения холостого хода, ВРД. Включить или выключить функции антизалипания, антистик. Параметры горячего старта, hot start, тоже в каких-то относительных единицах от 0 до 10. Можно отрегулировать силу дуги, arc force. Также в аппарате реализована функция защиты от скачков напряжения, либо от работы в низких параметрах сетевого питания. Мне проверить эти функции не удалось, у меня все время сеть была не ниже 200, и, в общем-то, работал аппарат все время нормально. Но по отзывам владельцев, которые уже пользуются этим аппаратом какое-то время, говорят, что на низком напряжении, в принципе, он справляется, работает, тянет. В меню аппарата поочередно выбирается режим сварки МИК-МАК, синергетический, либо ручной, ММА, сварка электродами, или ТИК. Давайте поподробнее рассмотрим каждый. Синергетический МИК-МАК режим. Задаете все значения материалов, газа, толщины проволоки. При этом на дисплее аппарата показывается толщина заготовки, которая подходит для сварки в таком вот режиме. После этого мы регулируем мощность дуги двумя ручками, изменяя параметры ампер, которые связаны со скоростью подачи проволоки, левой ручкой, и вольтажа. Также в этом режиме доступна регулировка индуктивности. В ручном МИК-МАК режиме доступна регулировка всех параметров, только в свою очередь на дисплее отображаются не амперы, а скорость подачи проволоки, которая в принципе напрямую с амперами связана. Также возможно отрегулировать индуктивность дуги и вольтаж дуги. В режиме ТИК регулируется только один параметр – сила сварочного тока. В режиме ММА левая рукоятка также регулирует сварочный ток, и, как я уже упоминал, можно отрегулировать все параметры вручную дополнительные, такие как форсаж дуги, горячий старт, антизалипание и ВРД. При процессе полуавтоматической сварки проволока плавится, горячая капля раскаленного металла из-за короткого замыкания на дуге притягивается, падает на сварочную ванну, и происходит это до 200 раз в секунду. Вот таким образом и образуется сварочный шов. Свободная длина электрода при этом составляет где-то от 5 до 12 мм. Когда такие параметры, как диаметр электрода, тип материала, защитный газ, в котором производится сварка, все это выбрано, сварочный аппарат автоматически включает наилучшие рабочие параметры, определяемые различными сохраненными в его памяти синергетическими кривыми. И пользователю остается только выбрать толщину материала, который он сваривает, чтобы начать сварку. Эту технологию в данном аппарате назвали One Touch, то есть прикасание один раз. Красивое название. В большинстве случаев подходит оптимальная базовая настройка, которую выдал синергетический режим. Особенно если вы начинающий сварщик, то можно и не экспериментировать, а руководствоваться ее значениями. Но все можно подстроить, не обязательно для этого переходить в ручной режим. В синергетическом режиме тоже все параметры подстраиваются. Например, регулируя параметр индуктивности, прямо на графическом дисплее аппарата мы получаем сразу визуальное отображение шва, который должен получаться. Это либо более плоский шов, либо более вогнутый, либо выпуклый. Достаточно удобная анимация. Отдельно в аппарате заявлен режим Cold Welding.
Ну, звучит это как холодная сварка. И здесь надо признаться, что это маркетинговый термин, который относится к определенному режиму полуавтоматической сварки, который отличается тем, что понижают амперы, уменьшают пики. То есть синергетические кривые при толщине материала, когда мы выставляем менее 1 мм, и появляется у нас вот эта иконка Cold Welding, синергетические кривые обладают таким мгновенным контролем сварки с режимом короткой дуги и сверхбыстрой коррекцией параметров. Все это сводит к минимуму пики тока, характерные при переносе металла при короткой сварочной дуге. В результате преимуществом низкой тепловой нагрузки на свариваемую деталь и в результате, с одной стороны, меньшая деформация материалов, меньше тепловая нагрузка, с другой стороны, появляется, в общем-то, проплавленный шов на тонких материалах, который обеспечивает достаточно надежный контроль сварки. Грубо говоря, тонкий материал проще сварить, меньше прожогов. Ну, такая функция достаточно удобная, я ее проверил. Я сваривал материал аж 0,5, хотя заявлено были параметры с проволокой 0,8, которые я сваривал, что нельзя меньше 0,6. Ну вот я сумел оцинкованный металл 0,5 сварить, пробовал и точками, и когда приноровился, пробовал сплошным швом. В общем-то, да, не фантастика, это выходит. Это, ну, классно. Для начинающего сварщика варить такие тонкие материалы без прожига, чуть-чуть приноровившись к аппарату, мне этот режим понравился. Назвать его полноценной холодной сваркой нельзя. Под этим термином применяется немножко другая сварка короткими импульсами. Как правило, это вольфрамовым стержнем, горелкой с вольфрамовым стержнем в аргоновой среде. Тем не менее, такой режим здесь есть. Его нельзя не упомянуть, и он рабочий. Он рабочий, хотя, вы знаете, мне кажется, в большинстве современных аппаратов, когда вы уходите в зону низких ампер и низких толщин свариваемых материалов, так или иначе присутствуют и все эти параметры контролируются, то есть присутствует контроль дуги, чтобы обеспечить нормальное проплавление без прожига этих материалов, не знаю. В этом аппарате это выделено, видите, в отдельное название. В принципе, имеют право, почему нет. И в режиме синергии, и в режиме ручного управления сваркой присутствуют дополнительные режимы настройки. Давайте посмотрим на каждую из них. Мягкий старт. Он используется для настройки уменьшения скорости пуска при старте протягивания проволоки. Регулируется в процентах от 20 до 100 от максимальной скорости подачи, которую выставил либо синергетический режим, либо вы сами. То есть до момента поджига дуги скорость подачи проволоки уменьшается. Как реализован здесь, я не почувствовал. Но тем не менее возможность такая есть, соответствует современным моде, тенденции. Почему бы и нет? А вот два следующих режима, они очевидны и понятны. Это предгаз и постгаз. Но предгаз позволяет как бы наполнить ванну сварочную газом до того, как появилась сварочная дуга. И более-менее понятный и нужный параметр, то есть в отдельных ситуациях, условиях, случаях, когда вы будете им пользоваться, вы будете понимать, что вот в этом результате вот вам нужно бы, чтобы сначала подался газ, а потом пошла сварочная дуга. Включаете, настраиваете. Постгаз, мне кажется, очень важный параметр, когда вы особенно хотите рисовать красивыми швами. То есть после того, как вы отключили дугу и она остановилась, в этом режиме газ продолжает еще идти какое-то время, и он охлаждает как саму горелку, так и охлаждает шов, делает его более ровным, красивым. Ну, то есть 1,5-2 секунды выставить, в принципе, наверное, можно практически во всех ситуациях. Особенно это важно, когда у вас очень горячий шов. Ну, в первую очередь, алюминий, когда делаете, там же температуры гораздо более высокие. Вот есть такая возможность, аппарат это может. При сварке электродами надо сразу сказать, что здесь это не демо-режим. Аппарат вполне прилично, хорошо варит электродами, и я даже получил определенное удовольствие, когда пытался перегреть аппарат и шпарил на нем без остановки минут 10.
электродами четверкой с основным покрытием, выставив 200 ампер на дисплее. В процессе настройки здесь возможно только установление параметра сварочного тока. И при этом аппарат подсказывает, какой диаметр электрода под этот ток подходит. Ну, все это достаточно условные величины и значения. Тем не менее, вы же знаете, что если у вас нижнее положение или вертикальное, само по себе значение ампер должно быть плюс-минус разным. От самих электродов зависит, от условий сварки, не только от материалов, даже, господи, от погоды, какая на улице творится, от этого зависит. Надо подать побольше, поменьше ампер. Все эти амперы регулируются вот этой левой ручкой, и, в общем-то, этого достаточно. Но в режиме ММА сварки здесь есть полноценная регулировка всех основных параметров. ВРД включили-выключили, антистик, антизалипание включили-выключили. Мне очень понравилась работа форсажа дуги. Он действительно регулируемый параметр, и выставил на максимум. Вы знаете, да, держит очень длинную хорошую дугу, варит при этом мягко, ровно, нет брызг, появляется удовлетворение аппаратом. В моих условиях, с теми электродами, что пробовал я разнообразными, в принципе, мне аппарат очень понравился. Именно как обычный ручной дуговой сварочный инвертор. Работает отменно. 200 ампер держит. Попробовал, выставил токовыми клещами. Я остался доволен в этом режиме работы аппарата. Все, что могу сказать. Ну, как уже сказал, сварочная дуга регулируется. Горячий поджиг, форсаж дуги, антизалипание, ВРД. Все присутствует, все есть, все на дисплее управляется. Пользуйтесь на здоровье. Прям молодцы. Вот то, что здесь не демо-режим, мне понравилось. Как итог, могу сказать, что аппарат достаточно тяжелый, 11 килограмм, но при этом не настолько тяжелый, чтобы его не поднять и не перенести с собой. То есть он достаточно компактный. По габаритам в глубину он примерно на 50 сантиметров, высота где-то 46, ширина сзади 22, спереди чуть шире, наверное, 24. Внутри корпуса в отделении для катушки есть клавиши для переключения типа горелки на спулган. Спулгана у меня нету, опробовать не смог. Моторчик внутри привод с одним роликом. Ролик в комплекте тоже один. В моем случае на 0,8 и на 1 мм. Но комплектацию аппарата бывают разные. Бывает и несколько роликов, и несколько горелок. У меня, по-моему, самая бедная комплектация. Тем не менее, ролик всего один. Если будете сваривать проволоками различных типов, различной толщины, ролики надо докупать. Качество сборки, в принципе, приемлемое и даже очень хорошее. Толщина корпуса, металл около 2 мм замерил. Краска везде покрашена отлично, все аккуратно. Пластиковые детали подогнаны ровно, все надежно, ручка крепкая. То есть к внешнему виду претензий нет никаких. Внутри тоже все выглядит достаточно хорошо. Ну как внутри? Я не снимал и не залезал в его электрическую часть. Аппарат у меня на тесте, он не мой. И, честно говоря, мне бы хотелось залезть внутрь, посмотреть, что там. Но, извините, в этот раз чужой аппарат ковырять не смог. Будет когда-нибудь у меня возможность, обязательно залезу внутрь этого аппарата, посмотрю, что там. Отдельный ролик тогда с этим выйдет. Ручки удобные, вращаются с фиксацией, ребристые, кнопки, понятно, нажимаются, все ожидаемо. Дисплей достаточно хорошо организован, с понятными логичными пиктограммами, то есть можно в принципе сразу совсем разобраться и начать жарить. Вопросы к дисплею, что слишком много на нем информации, за счет чего многие надписи пришлось сделать маленькими, буквально там в 3-4 миллиметрика. И приходится иногда, ну, с моим конкретным не самым лучшим зрением, приглядываться поподробнее, что они там имеют в виду. Второй вопрос, я не знаю, как он работает на солнечном ярком свете. То есть у меня аппарат сейчас попал зимой, солнца нету, я с ним работаю все время или в электрическом освещении, или в мастерской, все нормально видно. Будет ли дисплей выцветать на электрическом, на солнечном ярком свете, не знаю, надо пробовать отдельно, мне это пока не удалось.
В аппарате заявлены отдельные синергетические режимы работы как на сварку тонких металлов, да, мы об этом говорили, cold welding, так заявлено, что и специально выстроенные кривые для тонкой проволоки 0,6 мм и отдельные синергетические кривые, специально разработанные для флюсовой проволоки. Я не поварил этим аппаратом на флюсовой проволоке, поэтому не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Но по всем остальным заявлениям, все, что заявили, в принципе, я так или иначе в аппарате увидел и почувствовал. Поэтому нет оснований не доверять производителю. Если пишет, наверное, что-то в этом есть. Насколько это существенно и важно, не знаю. В этот раз мне это проверить не удалось. Ну, плюсом аппарата однозначно то, что в режиме полуавтоматической сварки и в синергетическом и в ручном большое количество параметров, которые можно подстроить вручную. Это здорово, это все классно, позволяет поиграться, попробовать, подстроить, подразобраться. При этом, если не хотите лезть глубоко в дебри, есть просто режим автоматической сварки и все, пользуйтесь на здоровье, выставили, включили синергию, выставили все параметры и варите, не задумываясь глубоко над этим. В этом плане аппарат мне тоже понравился. В полуавтоматическом режиме сварки аппарат поддерживает токи от 40 до 200 ампер. Амперы честные клещами замерил, и в полуавтомате, ну, до 150 я, наверное, мерил. В режиме электродами до 200. Но при работе электродами и TIG-лифт регулируется аж от 20 ампер и до 200. В режиме полуавтомата от 40 до 200. Время ПВ, продолжительного включения, или по-английски duty cycle, заявлено 60% на 200 амперах и 100% на 155 амперах и ниже. Знаете, достаточно высокие показатели. Я, собственно, не перегрел этот аппарат. Ну, может быть, я подряд и не варил по 6-7 минут, вообще не отрываясь. Но вот с электродами попробовал, но их надо было хотя бы менять иногда. И разогрелся больше, быстрее держак электродов. То есть нужно приделать держак с мощным кабелем. С другой стороны, мне в комментариях писали люди, что по нагреву аппарат выдерживает и не перегревается. Здесь к нему претензий, в общем-то, ни у кого нет. Давайте резюмируем. Аппарат Deca Power Extra-Mig 200 SIN в принципе не разочаровывает и соответствует ожиданиям, особенно учитывая его стоимость. Ну, про цену отдельная история. Продается он только на Алиэкспрессе, уполномочен как официальным магазином фирмы. И там цена варьируется. Вот прямо сейчас, сегодня он стоит 24. Но сейчас горячая пятница, распродажа. А с купоном, который сейчас еще тоже применяется, еще на $10 меньше можно цену получить. Закончится распродажа, будет стоить 27, 28, 29. Купон, ссылка, во-первых, на сам аппарат в описании. И купон, который дает скидку до конца 2022 года $10, тоже в описании приведу. Пользуйтесь на здоровье. В принципе, и в том, и в другом случае цена вполне приятная. Цена не только соответствует ожиданию, но цена соответствует аппарату вполне. Симпатичненький, удобненький, функции все заявленные, выполняет. Ну, не будем говорить про TIG-сварку, зато вот ММА-сварка электродом вообще без проблем. Полуавтоматическая, мне понравилось, все хорошо, я варил с газом. Фу. Тонкие металлы сваривает. А что нам еще надо? Да? В доме, в гараже или в небольшой мастерской справиться со всеми задачами, которые вы для него ставите. Варить алюминий, титан, бронзу, медь, как часто вам это понадобится? Если вы занимаетесь этим более профессионально, то, наверное, и аппараты нужны более узкоспециализированные. Поиграться этими возможностями, ну, здесь тоже можно. Не знаю, я не пробовал. Не скажу, хорошо это или плохо он делает. Да как все аппараты, которые заявляют эти функции, заявляют потому, что, в принципе, что, разъемы есть, начинка есть, специальных осцилляторов для работы с тигом
нету, ну и пишут тик поджиг касанием, да. Или для алюминия нету режима импульса, ну, пишут, сваривает алюминий без импульса. Ну, как сваривает? Ну, просто шов не такой красивый, не такой стабильный. Ну, сваривает же. Вот. Поэтому я, в общем-то, доволен этим аппаратом. Мне он в целом понравился. Меня он не разочаровал. Я поглядывал на него, когда выбирал себе аппарат и не купил по причине, я уже рассказывал, не подержал в руках. Вот не было этого эффекта влюбленности, чтобы вот посмотреть, как вот сделано все, да, насколько разъемчики и так далее, так далее, так далее. К минусам этого аппарата я бы отнес, ну, с одной стороны, да, небогатая комплектация. Нет шланга газового, как кладут обычно во все аппараты. Нет комплекта расширенного там роликов, горелки. Но с другой стороны, это отражается всегда и на цене. Может быть и правильно, что мне не положили всего этого. Положили горелку, рассчитанную на 150 ампер. Она в большинстве случаев всех устроит. Ну а что класть более дорогую? Если она кому-то нужна, 5-метровая и так далее. Да, вот недостаток аппарата остается однороликовая протяжная система вот эта. Но она стоит у всех. У всех аппаратов и этой ценовой категории, и повыше. У всех стоит похожая система. Ну и ничего, как-то справляются. Много вопросов мне уже задавали по такой конкретный вопрос, как он себя ведет при низком напряжении. Ну, в аппарате заявлена защита от скачков напряжения и от работы в пониженном напряжении. Почему при пониженном напряжении, казалось бы, ну, аппарат... Дело в том, что его внутренние транзисторы, конденсаторы, они все равно накапливают электричество и на выдачу дают те параметры, которые заложены в алгоритмах работы этого аппарата. То есть тока поступает меньше, а на выдачу он все равно старается дать по максимуму. И поэтому транзисторы, конденсаторы и прочие компоненты начинают работать в очень сильном режиме перегрузки. Они начинают сильно греться и ну, при пониженном напряжении сварочные инверторы даже горят больше, чем при повышенном. То есть при низком напряжении в сети, а это, кстати, может быть вызвано и не только, что у вас в гараже плохо с электричеством, но и если очень длинный удлинитель или удлинители тонкие провода. Вообще, я помню в общих рекомендациях к сварочным инверторам, таким вот, которые до 200 ампер работают, там рекомендация, что от розетки должен быть кабель там, с толстыми проводами не длиннее 7 метров. Вот. Имейте в виду, то есть когда длиннее, у вас появляется уже падение тока в удлинителе, и вы сами создаете проблемы для работы своего аппарата, вы заставляете его на голодном пайке работать по полной. Ну, в общем, у меня, слава богу, сеть 220 стабильная, а при этом я работал на очень длинном удлинителе, метров 50, но он у меня толстый, там по 2,5 квадрата жила. И падение у меня было все равно напряжение не ниже 200, оно точно было, даже может быть 210. Хотя, кстати, не замерял. Так, по прошлым опытам помню. В общем-то, ни разу проблем никаких не возникло. Аппарат работал, но при 200 амперах-то я его погонял только на электроде, а большую часть я варил в полуавтоматическом режиме. А там токи-то больше 120-130 ампер у меня и не были. То есть я очень сильно-то толстые заготовки и не варил. Ну, в первую очередь, исходя из того, что 15-я горелка и не может дать больших токов. Вот, поэтому у меня такого опыта нет. Я не могу сказать, как он работает при пониженном напряжении. Но я читал отзывы других людей под моими комментариями, вернее, комментарии под моими предыдущими видео. Владельцы аппарата писали, что нормально, справляется. То есть в наших бытовых условиях работает худо-бедно, варить им можно. Какая рекомендация при низком напряжении сети? Не давайте аппарату работать на повышенных токах. То есть, если у вас сетевое напряжение низкое, то
то вы и на выход не ставьте очень много. То есть не пытайтесь сварить толстую рельсину, да выкрутив по максимуму ручку ампер. Ну просто жалко, сгорит аппарат и все, собственно. Еще из таких моментов, о любой машине надо заботиться. Следить за чистым воздухом, чтобы она работала в условиях, где нет влаги, где нет загрязнения, потому что засасывает в себя все как пылесос, внутри все оседает, потом короткое замыкание и прощай машина. Ну а так, собственно, я этим аппаратом ни капли не разочарован. Своей цене он точно соответствует. Буду считать, что с ним я, в общем-то, все, что хотел и мог попробовать, попробовал. Кстати, если вы владелец Deca Power этой модели, напишите, как ваше мнение об этом аппарате. Есть какие-то у него минусы, которыми столкнулись вы, которых не заметил я. Помогите сделать осознанный выбор людям, которые хотят эту машину себе заиметь. На этом, пожалуй, все. Буду искать на тест какой-то следующий аппарат. Так что ловись, рыбка, большая да маленькая.